Всем привет! Уже несколько лет, как наша страна продолжает наполняться кучей новых китайских автомобилей. Причем рынок уже в прямом смысле слова завален не только новыми автомобилями китайского происхождения, но и машинами, привезенными к нам в страну по параллельному импорту. Так, в конце прошлого года складские запасы дилеров китайских марок достигли своего апогея. Китайские производители, желая еще большего увеличения продаж, начали заваливать дилеров еще большим количеством автомобилей. Все это привело к тому, что девать эти автомобили было некуда. Спрос на новые машины хоть и сохранялся, но предложение на рынке его явно перекрывало. Поэтому у дилеров не было другого варианта, как делать довольно щедрые скидки, лишь бы автомобили начали раскупать. И этот план сработал, так как уже в начале года некоторые дилеры отчитались о том, что их склады начинают расчищаться. Конечно же, это привело в восторг китайских производителей, которые за прошлый год получили очень хорошую прибыль. За весь год было продано 500 000 новых автомобилей в нашей стране. А вот планы на этот год куда более глобальные. Они хотят увеличить продажи в 2 раза, а всю нашу страну накрыть своим китайским колпаком. Неудивительно, но с каждым годом все больше людей будут пересаживаться на эти автомобили. И даже самые заядлые ненавистники китайских автомобилей уже в скором времени сменят свой гнев на милость. Но не так давно стало известно, что у китайских производителей, как у нашей Лады, появилась довольно неприятная проблема, которая отчасти может пошатнуть продажи китайских гигантов. На наш рынок вернулись популярные ранее у нас корейские автомобили. И нет, речь идет не про автомобили, привезенные по параллельному импорту, а собранные в нашей стране. Это автомобили Kia Rio, Kia Rio X, Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Все эти 4 автомобиля ранее были самыми настоящими королями нашего рынка. Только вспомните, как еще несколько лет назад седаны Kia Rio и Hyundai Solaris постоянно занимали 2 и 3 места по продажам, изредка уступая 2 место Ладе Весте. А кроссовер Hyundai Creta и вовсе долгие годы был самым продаваемым кроссовером в нашей стране. Сегодня же это звание перешло к китайскому кроссоверу Haval Jolion, который в прошлом году и вовсе занял по популярности 2 место, уступив 1 место Ладе Гранте. Вообще, если сегодня рассматривать покупку нашей Весты, а тем более версии с вариатором и мотором 1.8 на 122 силы, то это довольно странный выбор. За эти деньги можно купить 3 довольно неплохих кроссовера: Haval M6, Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro Max. Согласитесь, покупка кроссовера куда более рациональна, чем покупка нашего седана с кучей китайской электроники и с китайским вариатором. Так чем наша Лада Веста с китайскими компонентами лучше, чем китайский автомобиль? Плюс ко всему, стоимость этих автомобилей на одном уровне. Только в случае с Вестой вы получаете довольно скудный набор опций. А в случае с китайским кроссовером вы получаете сам кроссовер, плюс ко всему еще и намного лучше оснащенный. Но возвращаясь к разговору о китайских автомобилях, которые уже скоро ворвутся на наш рынок, отгрузки дилерам начались уже вчера. Есть очень большая вероятность, что люди переместят свой вектор внимания с наших и китайских автомобилей в сторону более знакомых и привычных корейских. Но как так получилось, что корейцы вернулись к нам? Ведь их хозяева им этого не позволило бы. Корейцы выложили свои козыри. Тут все не так просто, но если коротко, то вернулись они за счет того, что передали свой завод во временное пользование нашей стороне в лице компании Art Finance. Сам же завод сменил свое название с Hyundai Motor Manufacturing Cruz на автомобильный завод АГР. Правда, смена названия и собственника никак не повлияла на модельный ряд, который производят на заводе. Но для того, чтобы сами китайцы не попали под вторичные санкции, пришлось сменить название корейских марок. Ранее автомобили концерна Hyundai Kia продавались под 2 разными марками, но фактически это одни и те же автомобили, просто с разным дизайном и салоном. Технически что Rio, что Solaris это один
один и тот же автомобиль, как и многие другие модели этого одного концерна. Корейцы сделали все хитро. Свой завод за копейки они передали нашей стороне, оставив за собой право через 2 года вернуться в нашу страну официально. Но пока корейцы руководят нашим заводом через наши руки, на самом заводе находилось порядка 70 тысяч машинокомплектов, из которых можно было собрать готовые автомобили. Помимо этого, на стоянке самого завода стоит несколько тысяч уже собранных автомобилей. Правда, некоторые из них еще не укомплектованы до конца, но все они пойдут в продажу под новой маркой Solaris. Кроме этих уже готовых автомобилей, которые остались на заводе еще с 2022 года, конвейер сегодня выпускает по 1500 абсолютно новых автомобилей в месяц. Марка Solaris была основана самими корейцами еще в 2012 году. Тогда Hyundai и Kia планировали вывести на наш рынок еще один свой бренд, как сегодня это делает марка Chery, продавая под разными брендами одни и те же автомобили, просто с разной внешностью. Делается это для того, чтобы охватить как можно больше дилеров на рынке, тем самым повышая свои продажи. Выпуская автомобили под маркой, которая еще нигде не успела засветиться, корейцы очень хитро обходят санкции, которые были наложены на нашу страну. Да и сам завод сегодня им по бумагам не принадлежит, так как все управление переведено на нашу компанию. Поэтому ничто не может помешать корейцам продавать свои автомобили у нас, но под новой маркой. Многие люди ранее не верили, что корейские автомобили у нас будут продаваться под какой-то непонятной маркой Solaris, но прошлый год уже показал нам, что на нашем автомобильном рынке нет ничего невозможного. Взять хотя бы Lada X-Cross 5 и X-Cross 7. Кто бы мог подумать еще пару лет назад, что наш АвтоВАЗ будет выпускать китайские автомобили под своей маркой. Но ведь он начал это делать, хоть и все попытки провалились. Но тем не менее факт остается фактом. Китайцам и Ладе стоит опасаться? Несомненно, когда новая марка Solaris выйдет на рынок с продажами, то это ударит по продажам и китайцев, и нашей Лады. По китайцам удар будет нанесен не такой сильный, а вот по продажам нашей Лады этот маневр корейцев отразится очень сильно. У китайцев полно автомобилей, но почти все они стоят более 2 миллионов рублей. Корейские машины решено продавать по старым ценам, а не за актуальный привезенным из Китая машинам прайс. Конечно, и речи не идет продавать Солярисы по ценам 2014 года, когда авто можно было легко урвать до 800 тысяч рублей. Но и совсем дороже Лады Весты машины тоже не будут. Обещают базовый ценник на авто от 1 миллиона 650 тысяч рублей. Судя по всему, столько будет стоить базовая модель с механикой и двигателем 1,4 литра. В наличии будет 3-5 различных комплектаций для каждой из моделей. Естественно, авто с автоматической коробкой передач будет дороже. Отгрузки дилерам начались еще вчера. Конкуренция на рынке всегда хороша для покупателей. Сегодня АвтоВАЗ тоже начал снижать цены, чтобы противостоять корейцам. Веста всегда стоила на несколько сотен тысяч рублей меньше, чем седаны Kia Rio и Hyundai Solaris. Но даже этот факт все равно не заставлял людей покупать эти корейские седаны хуже. Довольно часто седан Kia Rio обгонял по продажам нашу Весту. Так почему сегодня не может случиться так же? Люди с намного большим желанием будут отдавать свои деньги за корейский седан, хоть и под новой маркой, чем отдавать почти эти же деньги за наш седан, у которого куча проблем по электронике. Плохих отзывов на нашу Весту NG полно, но все они относятся только к Весте с приставкой NG, которая выпускается с прошлого года в Тольятти. Многие до сих пор путают ее с Вестой, которая выпускалась до 2022 года в Ижевске. Поэтому не путайте с дорестайлинговой Вестой, все супер. А вот с новой проблем очень много. И что мы имеем? Есть наша Веста NG задорого, у которой очень много проблем. И есть проверенные временем корейские седаны, которые не будут делать голову, у которых есть гарантия, а стоят
стоить они будут примерно так же, как и наша Веста. Так какой автомобиль будут лучше покупать люди? Что-то подсказывает, что АвтоВАЗу придется несладко в нынешнем году. Единственная проблема, которая может возникнуть у завода, спрос будет превышать предложение. Ранее завод Hyundai Motor Manufacturing Rus выпускал до 200 тысяч автомобилей в год. Теперь же уже автомобильный завод АГР может выпускать около 2000 автомобилей в месяц, что намного меньше, чем выпускалось ранее. Но они обещают наладить поставки комплектующих из Китая, а также начать производить их на заводах в России. Уже сейчас Hyundai сообщил, что возобновляет выпуск автомобильной стали в России. Для возобновления штамповки кузовных панелей на Hyundai Solaris и Kia Rio. Также ищутся пути по возобновлению производства моторов. А как считаете вы, изменят ли корейцы ситуацию на нашем рынке? Пишите в комментариях.